Мало кто знает, что в Нью-Йорке пришвартован целый вот такой вот старый грузовой лайнер, и вход на него совершенно бесплатно. Можно вот так вот зайти, ну или за донат, или за бесплатно его посетить. Что, можно без прям экскурсовода просто ходить? Да? Да? Да. Там типа трюм, да? Спускаться лицом к лестнице. Еще можно вниз. Да, плюс еще ниже. Что, будем по одному? Так, А тут... как надо? А? Будем вот так спускаться? А тут просто стоит мужик около вентилятора весь день. Да. Такая работа. Ничего не говорит. Ну вот второй этаж мы весь не посмотрели. О, неплохо. Как будто бы в брюхе кита. Почему туда не гулять, да? А? Почему туда не гулять? Где? Ну так. Прям сюда, вниз? А если ты дырку пробьешь туда, и он утонет? Это же прям дно. Ну, днище все. А вот на корабле, который в Бостоне стоит, там такого, видишь, нет. Это так, грузовой фрегат, а тот военный. Там пушки стояли, а тут, смотри, для всяких грузов сколько. О, смотри, уголь. А вот здесь есть карта, когда он плавал, 1886 год по 1910 год. И обратите внимание, что здесь невозможно было проплыть, да, не было Панамского канала, и приходилось оплывать Южную Америку. И также вот здесь, смотрите, тоже приходилось оплывать Африку. А сейчас уже, конечно, стало все проще, сделали каналы. Ну, очень-очень большой корабль, но из-за того, что он грузовой и огромную часть занимает его трюм, посмотреть здесь, конечно, мало что. Допустим, парусник, который в Бостоне, там на всех уровнях можно все смотреть, и занимает больше времени, и довольно-таки интересно. Это мы сейчас находимся у Кока на кухне. Смотрите, целый бидон, огромная кастрюля для кофе, для чая. Здесь под что-то непонятно, может быть под песок тушить пожар. Здесь, значит, печь, несколько комфорок. Тоже здесь, смотрите, 3 печки. Здесь какое-то отделение. Чайник такой специальный. Здесь, смотрите, вместо вытяжки и прочего, чтобы не было жарко, да, открывалось сверху окошко при помощи вот этого механизма. Окна затонированы, чтобы, не знаю, рассеивать свет, не било солнце. Здесь у нас под всякие подкрупы, под инструменты. Все, короче, интересненько. Так, нам еще туда. А это перед нами специальное техническое отверстие, куда кранами спускали груз. Непосредственно в сам трюм туда вниз он уходит. Получается аж на 2 этажа вниз. Всегда мечтал залезть на самый верх мачты, посмотреть в дальние берега. Вот по вот этим вот лестницам с той стороны, с этой стороны. Но, к сожалению, конечно же, это все сделать нельзя. Вот даже, смотрите, страховочная новая веревка есть. Эти вот старые остались. А с этой стороны ее немножечко укрепили. Такую вот красоту. Кто-то в колокол долбит. А где колокол? А здесь представлены каюты экипажей. Все так чистенько, беленько. Но вот можете посмотреть по фотографии, как здесь было в апреле 1918 что ли года. Моряки все черные, смотрите, от угля. Кошечка у них была. А экскурсия в прошлое, вот где мы сейчас были. Печка, вот такие вот нары. И все. Собственно говоря, я так понимаю, это весь экипаж был рабочих. А там уже дальше у нас будет капитан. Не знаю, ребята, что за секта здесь происходит. Ну, в общем, сидят вот так вот тут ребята, что-то поют здесь непонятное. Очень
Очень странное место для сборища. Вот это уже интересно. Вот сейчас мы уже поднимаемся в капитанскую рубку. О, можно попить водички. О, здесь уже шикарно. Вот непосредственно, смотрите, какой вид на весь корабль. На Манхэттен открывается. Вот фотографии, как здесь прям в море они вот стояли. Вот этот компас, получается, вот который спереди. Это какая-то непонятная штука, мы такое не знаем. А там, как в Майами, стилизовано так. Пальмы, люди отдыхают. Это якорь поднимать. Нету там. А вот видите, были специальные такие поворотные механизмы, и при помощи 1, 2, 3, 4, 5, 6 человек поднимался якорь. А, вот они, эти палки, их сняли просто, ага. И вот непосредственно сам руль. Штурвал огромный, огромный, огромный. Сюда, к сожалению, нельзя, но, наверное, есть вход снизу. Сейчас сходим, посмотрим. А вот, ребята, что примечательно, посмотрите, рулевой механизм находится прям максимально сзади корабля. Получается, если вот сюда встать, то вы смотрите в корму. Чтобы управлять этим кораблем, нужно стоять вот с этой стороны. Сделано это для того, чтобы было легче управлять рулевым механизмом этого судна, который находится прямо внизу. Вот там. Это палуба, на которой был капитан и вся его команда. Она находится на корме корабля. И еще ее называют палубой какашек. Пубдек. Потому что с французского корма ля пуб. И, короче, видимо, под матросы так шутили, я не знаю. Но вот тут так и написано. А почему отсюда идет жар? Вот это я нигде не нашла. Здесь два вентиляционных отверстия, первое и второе. Вентилирует нижнюю палубу? Я не знаю, но прям отсюда А вот идет. это мы знаем, это якорь вытаскивается. Это якорь, это я уже, да, рассказал. Вот он. Вот палочки с него сняли, да, и Вот шестером его вот так делали, да. Смотрите, для пожертвований есть целая бочка здесь вот. Donation, и там вот у нас $5, $1. Короче, самое большое пятерочки туда скидывает. А в прошлый раз мы были... Здесь еще есть вторая экскурсия вот на вот этот корабль. Это называется корабль-маяк. Он курсировал здесь около Нью-Йорка. На него тоже есть экскурсия. Экскурсия бесплатная. Причем экскурсия с экскурсоводом здесь, к сожалению, нет. Вот мы сейчас сами ходим, все читаем, узнаем. Там, конечно, информации было побольше, хотя корабль был поменьше. Опа, заходим. Наталья Алексеевна, что здесь происходит? Салун. Салун с женщинами. А, смотри. Тут поместится мужик вот на эту койку. Я думаю, что моряки, как танкисты, были очень маленькие всегда. Брали. Ну, я так понимаю, людей. что тут капитаны и такие крутые отдельные каюты. Маленьких людей брали. Ну, а как еще объяснить? А, вот выход, который мы сверху видели. Это салон. Пахнет какой-то конюшней. Капитан отдыхал, вам смотрел, не кажется? выпивал, карты свои смотрел. Капец, как живут капитаны, да, и как живут простые рабочие. Ничего нет. Не, ну коленки поджать, я не знаю. Стул как Ну, у мне- Милисы. Я бы влезла. Макет. Ну, вот здесь вот, значит, опа, зеркало. Смотрите, можно селфи сделать. Сервиз чайный. Здесь у нас ковер представлен, смотрите. Наталья, вы топчете древность. Капитанский ковер. Печка. А где дымоход был? Как она работала, печка? Я одеяло, по-моему, А? нашла какое-то. Это может быть и не печка. А, вот для трубы, да, выходила. О, тут птичка была. Это, наверное, какая-то жена корабля. Вот, смотрите, фотография Бруклинского моста. Здесь представлена команда, которая была. Еще одно зеркало древнее такое, капец.
О, Слава, флаг. здесь Да. тусил капитан с семьей своей, он брал семью на борт. Тут написано, что, короче, плавания длились там иногда по несколько месяцев, по полгода. Единственный способ сохранить семью – это взять ее с собой. И, в общем, они Вот. тут тусили, тут и вот все каюты – это для его семьи, и здесь рождались дети, и все такое. А не то, что сейчас эти тракеры одни уезжают на заработки, потом приезжают, а жены уже с другими, вот. Я поэтому никуда не уезжаю. А это для птички, да? И для флага. Определила, что за карта? Нет, я даже не знаю, с какой стороны смотреть. Написано Нью-Йорк. Где? Он сверху на карте, смотри, Джерси, Нью-Йорк. Роквей, This is a Лонг sitting on the Бич, да, Нью-Йорк, Бруклин, вот. Да, Манхэттен получается. Вот Там. он, вот он Там, вообще. да. Этот кусочек Манхэттена, Джерси, этот Понятно, мы Айленд. здесь. О, Брайтон, Брайтон Бич Сила. Я потом загуглю, что это за песня. Ну что, ребята, вот такая вот маленькая экскурсия получилась у нас на корабль. Он довольно-таки кажется большой, но на самом деле маленький. Но экскурсия сама по себе интересная. То есть, когда вы еще сможете бесплатно побывать на вот таком корабле. Причем неважно, да, вы житель Нью-Йорка, либо вы простой турист, приходите на пирс около Бруклинского моста и сможете посетить два корабля. Корабль «Маяк», вот этот вот, который стоит с одной стороны пирса, и с другой стороны вот этот вот лайнер. Еще есть экскурсии на Пионер, но я не знаю, как туда попасть. Это значит вот такая вот интересная лодочка. На нее постоянно закрыт проход. Кстати говоря, в Бостоне же открылся военный корабль. Пора ехать в Бостон. Ну что, дорогие мои подписчики, не мог я вас оставить без экскурсии на корабль «Маяк», поэтому для вас я иду сюда второй раз снимать и рассказывать все, что здесь было в каком-то там 1918 году. Вот мы уже с вами зашли на борт. Довольно-таки высокий корабль «Маяк», я не знаю, скорее всего, от волн. Палуба здесь очень-очень высокая, посмотрите, вот воду даже не видно. Вон она там внизу, уже порядка больше 4 метров. Evidently I ring it louder than anyone else, but I like to give you the real experience. Значит, сейчас мы с вами находимся на палубе. Вот в этот колокол звонили на корабле, когда была какая-то опасность. Там вот находятся две мачты с лампочками. Здесь представлен, значит, механизм, который поднимал якорь, да. Так же, как на том корабле, сюда втыкались палки, да, и вот как девочка сейчас руку засунула, также туда засовывались палки и поднимался якорный механизм. Здесь представлены два якоря. Один, значит, вот здесь, а второй болтается там, где он и должен находиться. Но здесь вот он находится для показа. Значит, якорь, посмотрите, не простой формы, а грибообразный. Это связано с грунтом, за который он цеплял. Вот меня уже ждут. Все, проходим дальше в каюту капитана, походу, там куда-то пойдем. But you can see it's all very mechanical. The rope wraps around the drum, goes down through the pulley, would go out an opening in the side of the cabin. Смотрите, ребята, здесь у нас находился и находится до сих пор сам штурвал. Корабль заходил в порт нечасто, всего лишь, ему сказали, один раз в 2-3 года, то есть он постоянно находился на плаву. Здесь, я так понимаю, смотрите, находится батарея, здесь разговаривали специальные механизмы, да, это компас. Кстати, только сейчас узнал, что есть специальные у него
теперь я с вами здесь стою. Сейчас идем дальше. Спускаемся вниз в трюм. Видите, есть специальная методика, как нужно правильно и безопасно спускаться. Обязательно лицом к лестнице. Здесь тоже, как вы видите, обычные койки, не привязанные к потолку, да, которые именно шатаются на волнах. Не знаю, как здесь раньше жили люди, работали, но даже здесь сейчас мы стоим пришвартованные, и нас так шкиботит очень сильно. А это механизм подъема якоря. А это мы сейчас, ребята, находимся наверху машинного отделения. Под нами раз, два и там три огромные двигатели. Очень сильно пахнет мазутом. Там видно, как корабль на волнах играет, и там водичка булькает. Окна, посмотрите, да? Крюки специальные. Подтягивать двигатели. And another one exactly the same over on that side. А что, Наташа, здесь не выключишь? Я не помню. Какая-то инженерная комната. Не помню. Он сказал, я никогда туда не смотрела, я не знаю, что там, я боюсь, что там привидение, и все. Он сам не знает, что там. Блин, работать на корабле, не посмотреть. Да, сказочник он. Мы сейчас заглянем. Сейчас придет тетенька, опять нас будет выгонять. Там очень темно. Радиорубка. А вон как раз на картине изображен этот самый маячок. Представляете, да, его размер? Вот он маленький, этот лайнер ходил. И он таким огромным лайнером, вот этот вот корабль-маяк, освещал путь. И что примечательно, в то время миллионы мигрантов приплывали сюда на различных кораблях, как и на дорогих, так и вообще на каких-то полусамодельных лодках. И для них вот этот вот свет вот этого корабля-маяка был символом того, что они наконец-таки доплыли до Америки, что они не умерли, и в общем, жизнь их миграционная дальше будет прекрасна, как и у нас с вами. Fantastic. Any last questions for me? Great, thank you. My pleasure. All right. So if nothing else, we can head back to shore. То вот теперь уже точно все. Для вас показал два корабля, которые представлены на пирсе в Нью-Йорке. Все, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны, жмите колокольчик, палец вверх, пишите комментарии для продвижения видео, а мы с вами встретимся уже, наверное, я так думаю, либо на хайкинге, либо в Бостоне. В общем, подписывайтесь, чтобы не пропустить новые видео. Пока-пока.